Глава 786. Формация меча — неполное завершение. Внезапно произошло нечто удивительное. Прозрачная жидкость стала распадаться на 6 серебряных сфер размером с большой палец, медленно кружась в воздухе. Хань Ли глубоко вздохнул, а потом внезапно прикусил кончик языка и выплюнул облако крови на серебряные сферы. Они почастую впитали в себя всю сущность крови, превратившись в чистое золото. Он воодушевился при виде этого и выплюнул полоску лазурного света. Полоска лазурного света сделала круг вокруг него, а затем остановилась, являя сверкающий дюймовый меч, окружённым лазурной дымкой. Хань Ли указал на один из очищенных сфер золотой эссенции и покрыл ей поверхность меча ровным слоем. Маленький меч сразу же засверкал ослепительным золотым светом. Хань Ли поднял бровь и несколько раз указал на землю, призвав несколько дополнительных материалов для слияния с летающим мечом. Затем он приманил к себе летящий меч, и он тотчас же вонзился в его ладонь, впитавший лазурное пламя зарождающейся души. Хань Ли медленно закрыл глаза и использовал свое духовное чутье для контроля пламени зарождающейся души и начал закаливание. Этот процесс мог быть завершён только тогда, когда сущность крови, наполненная золотой эссенцией, полностью сольётся с летающим мечом. Шел день за днем, пока Хань Ли непрерывно закаливал свои облачные бамбуковые мечи. Если бы не тысячелетнее духовное молоко, Хань Ли бы не смог сохранить свою магическую силу настолько. Постепенно время приближалось к назначенной дате. Мужчины в черном, те, кто знал об этом, забеспокоились, но больше всех беспокоился старший боевой брат Чен. За день до крайнего срока кто-то с помощью летающего меча доставил нефритовую пластинку в секты дрейфующего облака. На ней было указано точное место предстоящей встречи. Мало того, что эта местность была опасной, она также была довольно далеко от гор мечтательных облаков. Если Хань Ли не покинет уединение в ближайшее время, у него может не хватить времени, чтобы добраться до этого места. Пока седовласый старик беспокойно ходил кругами по официальному залу, Хань Ли молча появился у входа. Старик невольно вскрикнул от восторга при виде Хань Ли. «Младший боевой брат, ты наконец прибыл. Ты закончил закаливание своих магических сокровищ». Выглядя более уверенно, чем месяц назад, Хань Ли угрюмо ответил: «Мне удалось кое-как закончить закаливание моего магических сокровищ. Старший боевой брат, я слышал, что пришла нефритовая пластинка с указанием места встречи». «Это правда». «Так и есть. Он хочет встретиться с тобой на вершине горы Небесного Столпа». «Вот та нефритовая пластинка, что он прислал». Старший боевой брат Чен кивнул и вручил зеленую нефритовую пластинку. Хань Ли взял ее и быстро прочитал своим духовным чутьем. Фыркнув, на его лице появилось серьезное выражение лица. «Он хочет, чтобы я пришел один и принес свое магическое сокровище из золотого молниеносного бамбука. Кажется, он хорошо меня изучил. Он даже знал о моих отношениях с Ван Эр, иначе он не смог бы использовать их против меня. С его способностями ему было легко выяснить об отношениях между тобой и младшей сестрой Наньгун. В конце концов, низкоранговые культиваторы совершенно беспомощны против могущественных культиваторов дьявольского Даа. Младший боевой брат, я не могу позволить, чтобы ты встретился с этой опасностью в одиночку, поэтому я уже связался с ребенком огненного дракона и 6 другими своими друзьями. Когда ты отправишься в путь, мы последуем за тобой. Как только этот человек появится, мы окружим его, и он попадет в нашу ловушку. Мы позаботимся о том, чтобы он уяснил, что он не может поступать так, как ему хочется в нашем государстве Си», — воинственным тоном заявил старший боевой брат Чен. Методы старшего боевого брата довольно хороши, но этот человек, скорее всего, будет настороже. Однако, хорошо, если старший боевой брат и его спутники будут следовать за мной. Если будет небрежен или высокомерен, это будет означать его смерть. Немного подумав, Хань Ли согласился. Помощь была именно то, что он искал. Хорошо, тогда решено. Хотя гора Небесного Столпа очень высока, она может быть довольно плоской и для таких культиваторов, как мы. Я поставлю метку на твое тело, и мы будем следовать за тобой по пятам с ее помощью. Если ты не сможешь сражаться с противником, тебе будет нужно только выиграть время, чтобы я и мои друзья приехали. Я должен поблагодарить старшего боевого брата за его заботу, и я не останусь в долгу, поскольку Хань Ли редко принимал помощь от других, его слова были искренними. Старший боевой брат Чен улыбнулся и усмехнулся со словами: «Младший боевой брат Хань является частью нашей секты дрейфующего облака, поэтому мы не можем относиться к тебе как к постороннему. Скоро назначенное время. Ты должен поторопиться с приготовлениями и отправиться сегодня вечером, иначе у тебя может не хватить времени, чтобы добраться до горы Небесного Столпа». Хань Ли кивнул в знак согласия и быстро удалился. Старший боевой брат Чен вздохнул с облегчением после того, как Хань Ли ушел, и на его лице появилась понимающая улыбка. Обещание Хань Ли значило, что его усилия будут не напрасными. Как только он достиг конца своей жизни, он знал, что его младший боевой брат Хань сделает все возможное, чтобы отдать долг секте дрейфующего облака.
Старик слегка расслабился, а затем похлопал по своей сумке для хранения и вынул несколько талисманов. Затем он подбросил их в воздух, и они вылетели из зала в полосок красного света. После этого седовласый старик задумчиво сел в кресле, размышляя о том, что только что произошло. Эти талисманы передачи голоса скоро призовут его хороших друзей, которые жили в гостевом зале секты в течение последних нескольких дней. Через 2 часа после ухода Хань Ли старший боевой брат Чен отправился за ним вместе со своими друзьями. Сохраняя свою магическую силу, Хань Ли летел только в обычной полоске света, и пока он летал, из его ладони вырвался 3-дюймовый меч. Это был один из 36 мечей, которые Хань Ли закалил золотой эссенцией. По какой-то неизвестной причине летающие мечи стали золотыми после того, как были закалены золотой сущностью. Он считал, что изменение внешнего вида мечей было временным. Как только золотая эссенция действительно соединится с его магическим сокровищем, его первоначальный облик будет восстановлен. При виде того, что 36 мечей все еще сохранили свой золотой блеск после полного закаливания, он почувствовал себя совершенно сбитым с толку. Однако влияние золотой эссенции на мечи оказалось даже сильнее, чем описывали легенды. Проверив их, его мечи были по меньшей мере на 30% мощнее, а их острота намного превосходила ту, что они имели раньше. Хань Ли был уверен, что если они столкнутся с какими-нибудь магическими сокровищами, которые были сделаны из низших материалов, чем его летающие мечи, они, вероятно, пробьют их насквозь. Однако его восторг омрачали некоторые его опасения. В конце концов, он вспомнил основной материал летающих мечей — золотой молниеносный бамбук и изысканный кристалл, которым он первый раз закаливал их. Неужели, когда эти невероятно редкие материалы слились с золотой эссенцией, они претерпели некую непостижимую эволюцию? После долгих размышлений он обнаружил, что это единственное объяснение. Поскольку это изменение было к лучшему, он не хотел тратить слишком много усилий, размышляя над этим. Вместо этого он сосредоточился на формации позолоченного меча. Хань Ли не нужно было специально культивировать ее, чтобы использовать. На самом деле, он легко активировал ее в уединение, чтобы проверить его силу. Удивительная сила формации позолоченного меча служила для проверки слов с золотой страницы. Хотя он смог создать только простую версию формации, она уже продемонстрировала удивительную силу, которая укрепила уверенность Хань Ли в предстоящей встрече с мужчиной в черном. Ему нужно было развеять проклятую печать души Наньгун Ван, но без этой формации его путешествие было равно самоубийству. Конечно, Хань Ли никогда не сражался с культиваторами на поздней стадии зарождающейся души и не мог по-настоящему знать, насколько хорошо формация сработает. Однако он сражался с культиваторами на средней стадии зарождающейся души и рассчитывал, что у него будет хотя бы 80% шанс поймать и убить его. С такой силой он должен обладать более чем достаточной способностью противостоять культиватору на поздней стадии. Тем не менее, было довольно сложно приобрести технику снятия проклятой печати души у его противника. Хань Ли должен будет действовать по своему усмотрению, как только встретит мужчину в черном, и тщательно разобраться в ситуации. Хань Ли вздохнул, и маленький меч в его руке исчез из виду. Затем он проверил окружающую его местность своим духовным чутьем, не обнаружив никаких следов своего старшего боевого брата или его союзников, но он не был удивлен. Они наверняка прятались вдалеке, боясь, что мужчина в черном их обнаружит, поскольку их противник, возможно, был культиватором поздней стадии зарождающейся души. Гора Небесного Столпа была изолированной, крутой горой высотой в десятки километров, расположенной к западу от гор Мечтательных облаков. Издалека она казалась чрезвычайно крутой, а треть горы простиралась за облаками. Вокруг горы было всего несколько мелких холмов, позволяющих ясно видеть окрестности с центра горы. Вероятно, именно поэтому мужчина в черном и выбрал ее. Оказавшись в 50 километрах от горы, Хань Ли внезапно почувствовал, что его духовное чувство взволновалось. Хотя его духовное чутье находилось на уровне культиватора средней стадии зарождающейся души, он не осмеливался ослабить свою охрану. Кто знал, вдруг мужчина в черном что-то намеренно скрывал, пытаясь усыпить его ложным чувством безопасности. В результате Хань Ли просто испытал свое духовное чутье, проверил местность вокруг, симулируя неведение о том, что за ним наблюдают, пока он летел к вершине горы. Почти в то же время мужчина в черной одежде, сидящий на вершине, открыл глаза и посмотрел в сторону Хань Ли. Он пробормотал: «Ты пришел. Кажется, информация, которую я получил, была верна, и у тебя действительно глубокие отношения с этой женщиной». Глава 787. Юноша в черном. Подвергать себя опасности из-за женщины. «Кажется, я переоценил тебя», — пробормотал про себя мужчина в черном, глядя на простую транспортную формацию рядом с собой.
Когда он почувствовал, что Хань Ли находится всего в нескольких десятках километров, он встал и направился большими шагами к транспортной формации. Мгновение спустя он исчез во вспышке белого света. В этот момент Хань Ли почувствовал, что человек в черной одежде внезапно исчез. Тревога прозвенела у него в голове, и он подумал, какой смысл использовать технику маскировки? Он готовит заговор против меня. Подумав об этом, он стал еще бдительнее. Добравшись до вершины горы Небесного Столпа, Хань Ли увидел транспортную формацию, и выражение его лица изменилось. Затем он перевел свой взгляд и увидел валун, на котором было вырезано «Не опаздывай». Прочитав эти слова, Хань Ли молча выругался, прокляв хитрость своего врага. Хотя он видел, что это была простая транспортная формация, которая не могла перенести его на значительное расстояние, но, воспользовавшись ей, он бы угодил прямо в ловушку врага. Что еще хуже, он не мог знать, пойдет ли за ним группа старшего боевого брата Чена. Судя по словам, вырезанным на камне, мужчина в черном не хотел встречаться с ним и давать ему возможность вести переговоры. Если Хань Ли задержится на слишком долгое время, мужчина в черном может уйти, и он не мог позволить себе пойти на такой риск. Если Хань Ли хотел найти способ снять проклятую печать души, он рискнул бы использовать эту формацию. Хань Ли немного поколебался, а затем принял решение. Сначала он проверил область поблизости в поисках скрытых культиваторов дьявольского Даа. Затем он достал талисман для передачи голоса и прошептал на него, а затем подбросил в воздух, запустив его в небо в виде полоски красного света. После этого Хань Ли снял с пояса сумку для хранения духовных зверей и подбросил содержимое в воздух. Черные золотые прожорливые жуки мгновенно облепили его тело и превратились в трехцветные доспехи. Взмахнув рукавом, он активировал маленький синий щит, а по вспышке белого света в его руке появился расшитый шарф. Хань Ли опустил голову и взглянул на расшитый шарф со странным выражением на лице. Этот шарф ему дала Наньгун Ван, и он невольно погладил ткань шарфа, вспоминая о ней. Мгновение спустя Хань Ли поднял руку и активировал несколько защитных барьеров, а затем вошел на транспортную формацию. Глубоко вздохнув, он поднял руки и ударил по углу формации. Вспыхнул белый свет, и Хань Ли исчез без следа. По вспышке белого света Хань Ли появился в центре безымянного острова на небольшом озере, расположенном в нескольких тысячах километров от горы Небесного Столпа. В момент прибытия он проигнорировал дискомфорт от телепортации и приказал своему синему щиту увеличиться в размерах, чтобы защитить большую часть тела. Однако нападения не было, и Хань Ли мог осмотреться. Ни о чем волноваться. Я бы не зашел так далеко, чтобы начинать атаку исподтишка на культиватора на ранней стадии зарождающейся души, хотя ты, как я слышал, довольно необычный культиватор. Услышав это, сердце Хань Ли дрогнуло. Это был не голос мастера секты рассеивающийся инь. Неужели это другой культиватор дьявольского Даа? С удивлением на лице он повернулся и взглянул в том направлении, откуда шел голос. Он увидел юношу в черном, которому на вид было лет 20, что стоял в 100 метрах от него, держа руки за спиной и глядя на Хань Ли. Хотя Хань Ли не видел истинного лица мастера секты рассеивающийся инь, тело и голос этого человека полностью отличались от того, что он видел. Хань Ли посмотрел на него, но не смог распознать его уровень культивации. Прищурившись, он фыркнул и насмешливо сказал: «Если ты не собирался совершать атаку исподтишка, затем тогда ты наложил проклятую печать души на мою спутницу Даа». Сказав это, Хань Ли осмотрелся. Он был на краю болота с мутной водой и влажным воздухом. Он слышал звуки озера и видел короткую рощу рядом с ними. Хань Ли нахмурился на мгновение, а затем на его лице снова воцарилось спокойное выражение. Он почувствовал вокруг себя странные колебания духовной ци и понял, что вокруг них установлено ограничительное заклинание, как он и ожидал. Хотя он считал, что это не было мощным ограничительным заклинанием, оно наверняка поставило его в невыгодное положение, учитывая, что он был вынужден находиться здесь. Юноша хихикнул и неторопливо проговорил: «Мне незачем его использовать, поскольку господин Хань сам пришел сюда. Хотя я обладаю некоторыми способностями, я не смогу противостоять всей твоей секте». Хань Ли посмотрел на юношу и спросил: «Ты действительно не мастер секты рассеивающийся инь?» «Что? Я похож на своего мастера секты?» — спросил юноша в черном со смехом. «Нет. Но ты легко смог проникнуть в секту дрейфующего облака и благополучно ушел после того, как кого-то ранили. Я не знаю, кто еще, кроме мастера твоей секты, мог бы это сделать. Кроме того, я не помню, чтобы видел тебя раньше, тебя не было во время Великой битвы». Озадаченно проговорил Хань Ли, будто размышляя про себя. Юноша улыбнулся со странным выражением на лице и сказал: «Хотя я действительно хотел бы объяснить тебе кое-что, Яну пригласил тебя сюда не за этим. Ты принес магическое сокровище из золотого молниеносного бамбука». Услышав это, Хань Ли молча посмотрел на юношу. Юноша вздохнул и уверенно проговорил:
если ты надеялся потянуть время, то я тебя разочарую. Я специально создал эту транспортную формацию, чтобы она сработала только дважды. После 2 использований другой конец транспортной формации самоуничтожится, и твои друзья не смогут добраться сюда менее чем за полдня. Я верю, что у нас будет более чем достаточно времени, чтобы урегулировать вопрос между нами. Холодный блеск появился в глазах Ханли, и он фыркнул, говоря бесстрастным тоном. «Хочешь знать, с собой ли у меня магического сокровища из золотого молниеносного бамбука? А может, ты сначала расскажешь мне, как снять проклятую печать души?» Техника снятия проклятой печати души находится внутри этой нефритовой пластинки, но сначала позволь мне взглянуть на сокровище из золотого молниеносного бамбука. Я не такой, как мой секта, мне нужно только это сокровище. Я не собираюсь мстить за убийство компаньона Даа моего мастера, улыбка юноши исчезла, а в руке у него появилась темная нефритовая пластинка. Он пристально взглянул на Ханли. Ханли приподнял брови и ответил решительным тоном. Хотя сокровище из золотого молниеносного бамбука довольно ценно, оно не так важно, как моя спутница Даа. Сказав это, он сложил руки на грудь и стал вытаскивать из себя сокровище. В раскатах грома у него в руке появилась маленькая лазурная стрела. Держа ее 2 пальцами, Ханли без выражения взглянул на юношу. При виде сокровища глаза юноши загорелись жадностью. Затем, немного подумав, он щелкнул запястьем и послал черную нефритовую пластинку к Ханли. Она летела к Ханли с такой скоростью, будто ее тащили веревкой по воздуху. Ханли сразу понял, что он имел в виду. Не говоря ни слова, он бросил маленькую стрелку, заставив ее лететь с такой же скоростью. Хотя оба контролировали свои предметы, их взгляды были устремлены на лица друг друга. К тому времени, когда 2 объекта оказались перед ними, Ханли и юноша облегченно вздохнули. Они обменялись предметами и быстро просмотрели их, но на лицах у них появилась горькая улыбка. «Это твое магическое сокровище из золотого молниеносного бамбука?» Юноша в черном холодно улыбнулся и сжал маленькую лазурную стрелу в руке. В серебристо-белом огне он превратился в пепел. Я также никогда не слышал, чтобы самая простая 5-элементная техника могла снять проклятую печать душ. Ханли схватил нефритовую пластинку в своей руке и сжег ее синим пламенем, заставив ее замерзнуть и превратить в сверкающий свет. На лице юноши в черном появилось строгое выражение, и он холодно фыркнул, а из его тела стали появляться следы дьявольской ци. Кажется, ни один из нас не доверяет другому. Однако это не имеет значения. Я спрошу тебя в последний раз, готов ли ты обменять свое магического сокровища? Если ты передашь мне его, я отдам тебе технику снятия проклятой печати души, и ты сможешь спасти своего компаньона Даа. В противном случае, я просто заберу сокровище после того, как убью тебя. Поскольку это не древнее сокровище, значит, ты носишь его в своем теле. Слегка вздохнув, Ханли холодно проговорил: «Значит, у нас одни планы. Поскольку ты тот, кто поставил проклятую печать души, значит, техника снятия должна находиться в твоем сознании. Как только я убью тебя, я проведу поиск в твоей первородной душе и приобрету то, что хочу знать. Ты будешь обыскивать мою первородную душу. Ты первый, кто осмелится сказать мне это за последние несколько сотен лет. Я запомню эту смелость и оставлю твой труп нетронутым». Юноша в черном коварно улыбнулся, а затем поднял руки и выстрелил несколькими печатями заклинаний вокруг себя. Затем раздался гул, и в воздухе появилось 7 столбов ослепительного белого света. В следующий момент из каждого из столбов света появились серебристо-белые водяные драконы и взвелись в небо. Нехорошо. 7 столповых драконов. Мастеру должен покинуть это место как можно скорее. Прежде, чем Ханли смог узнать драконов, он услышал испуганный голос Серебряной Луны в своем ухе. Глава 788. Высвобождение формации меча. Хотя Ханли не знал, насколько могущественны 7 столповых драконов, но, услышав тревогу в голосе Серебряной Луны, он собрал всю свою храбрость и высвободил свои 36 облачных бамбуковых мечей, взмахнув рукавами, заставив их обвиться вокруг него, как косяк рыб. Зная, что его противник был могущественным культиватором дьявольского Даа, Ханли не собирался долго исследовать его способности. Он планировал уничтожить его с помощью своих недавно закаленных летающих мечей с одного удара. Пока 36 полосок золотого света вращалось над головой Ханли, он ударил по ним несколькими заклинаниями. Полоски золотого света слегка задрожали и тут же разделились на несколько сотен идентичных себе копий. Ханли собирался сделать еще одну печать заклинаний и активировать формацию позолоченного меча, как вдруг 7 столбов света, окружавших его, начали свою атаку. Серебряные столповые драконы уставились на Ханли, раскрыв рты, постепенно сгущая серебряные шары света. Не задумываясь, Ханли указал на синий щит перед собой, и по вспышке света он превратился в барьер из голубого льда, окруживший его в мгновение ика.
Затем он взмахнул рукой, высвободив расшитый шарф, и он тут же превратился в белый морозный туман, окруживший ледяной барьер. В тот же момент из его рукава выскользнул силуэт и приземлился на землю, раскрывая красивую женщину. К удивлению Хань Ли, серебряная луна немедленно подняла руку и выпустила полоску фиолетового света, пурпурное облако. С напряженным выражением на лице она заставила облако трансформироваться в сеть пурпурного пламени, образуя последний слой защиты вокруг них. Сердце Хань Ли трепетало, когда он уже нанес 2 слоя защиты, а серебряная луна все еще не верила, что этого будет достаточно. Насколько сильны были 7 столповые драконы? Как только эти мысли появились в голове Хань Ли, 7 серебряных водяных драконов молча выпустили лучи серебряного света. Лучи света мгновенно поразили сеть фиолетового пламени. Сеть продержалась всего лишь мгновение, и 7 серебряных огней обрушили свою мощь на ледяной туман из расшитого шарфа. Туман вздрогнул, как только его атаковали. Казалось, что он долго не продержится. При виде этого дыхание Хань Ли заледенело. 3 его слоя защиты были уничтожены практически мгновенно. Эти лучи света были невероятно мощными. Но как только эти мысли появились в голове Хань Ли, серебряная луна вздохнула с облегчением и сказала: «Итак, они оказались не настоящими». «Ни о чем волноваться», — серебряная луга пробормотала про себя, а затем сделала жест заклинания и выплюнула жемчужину размером с большой палец, окруженную розовым туманом с сильным ароматом. Затем она стала произносить заклинание и протянула палец к жемчужине. Раздался взрыв, жемчужина взорвалась и превратилась в бесчисленное количество сверкающих пылинок, которые вскоре слились с синим ледяным барьером. Хань Ли был несколько удивлен этому, но не собирался останавливать ее. Как только ледяной барьер поглотил осколки жемчужины, он засверкал ярким светом, а сам будто бы покрылся бесчисленным количеством зеркал. В этот момент серебряный свет пронзил белый туман и пробился к последнему слою защиты. Хань Ли занервничал при виде этого, но продолжил безостановочно читать заклинание. Внезапно золотые огни, вращающиеся вокруг его головы, начали исчезать. Ледяной барьер сверкнул ярким светом в момент, когда 7 серебряных лучей слегка дрогнули в отражении, нанося ответный удар по 7 столбам света с еще большей скоростью, чем раньше. Для Хань Ли это не было неожиданностью, однако юноша в черном был к этому не готов. Теперь его внимание было сосредоточено на красивой женщине рядом с Хань Ли. Когда она произнесла слово «ненастоящее», на его лице появился след удивления. Затем раздалась серия взрывов, и серебряные драконы в столбах света погрузились в серебряный свет, исчезнув без следа. Хань Ли взглянул безучастно, и ему было трудно поверить, что с таким мощным сокровищем можно было так легко справиться. Серебряная луна поджала губы, а на ее лице появилась легкая улыбка. Затем она прижала руку к груди и вздохнула с облегчением, проговорив Хань Ли: хотя они не были настоящими, они были наполовину завершенными. Они действительно напугали меня. Выражение лица юноши в черном стало мрачным, когда он увидел, что его драконы уничтожены. Услышав, что серебряная луна сказала «наполовину завершенные», он проговорил резким тоном: «наполовину завершенные». «Откуда ты знаешь способ уничтожения 7 столповых драконов?» Хотя он знал, что приобретенное им сокровище не было подлинным, он и сам чувствовал, что его способностей не хватает. Это заставило его поверить в слова серебряной луны. Взгляд серебряной луны мелькнул, когда она его услышала, но он не собиралась отвечать. Вместо этого она сделала жест заклинанием руками и поразила им ледяной барьер. Внезапно из барьера вспыхнул свет, из которого вырвался розовый туман, мгновенно сконденсировавшийся обратно в жемчужину. Затем серебряная луна выплюнула туман света и сунула жемчужину себе в рот. Ярость юноши в черном исчезла и сменилась на восхищение, демоническое ядро. «Значит, ты демоническая лисица. Однако ты всего лишь на 7-м уровне культивации, и это сбивает с толку. В империи Цзинь много желающих, кто бы хотел иметь у себя в наложницах демоническую лисицу. Цена за демоническую лисицу, способную к трансформации, невероятно высока. Похоже, что это путешествие не было пустой тратой времени». Выражение лица серебряной лун стало мрачным, но вскоре ее светящиеся глаза вспыхнули ярким светом, и она усмехнулась: «У меня уже есть мастер. Я не могу тебе подчиниться». Жадно взглянув на серебряную луну, юноша в черном сказал: «Он твой мастер? Скоро я рассею его душу. Если ты послушно последуешь за мной, я пощажу тебя. Ты напрасно игнорируешь мои благие намерения. Присоединиться ко мне гораздо лучше, чем оставаться одной в этой отдаленной и пустынной стране». Хань Ли, не двигаясь с места, насмешливо сказал: «Ты с ума сошел? Со мной все в порядке. Если ты хочешь заставить мою слугу предать меня, сначала оглянись по сторонам». Юноша в черном взглянул на окружающие его фонари и презрительно сказал: «Это ты говоришь о своих ничтожных сверкающих мечах?
Удивительно, что тебе удалось усовершенствовать столько много летающих мечей, но разве ты не знаешь, что мощь магического сокровища зависит от того, насколько его закалили? Создавать столько летающих мечей было очень глупо. Твой трюк против меня не сработает. Какая польза от этой способности в борьбе с культиваторами подобного ранга? Я могу стоять на месте, а твои мечи не смогут меня даже коснуться. Услышав это, на лице Хань Ли появилось странное выражение, а в его глазах появилась кровожадность. Ты говоришь дело, но сначала я должен узнать, являешься ли ты культиватором на поздней стадии зарождающейся души? В противном случае ты умрешь. В этот момент он завершил печать заклинаний и активировал скрытно расположенную формацию позолоченных мечей. Когда юноша в черном услышал Хань Ли, он почувствовал волну беспокойства и поспешно взмахнул рукой, вызвав угольно-черный топорик. На его поверхности были едва различимы талисманные символы, а на рукоятке было вырезано яркое призрачное лицо. В этот момент полоски золотого меча внезапно вспыхнули ярким светом и загрохотали, разлетевшись по воздуху, собираясь атаковать. Юноша в черном поспешно распространил свое духовное чутье, пытаясь найти мечи, но не смог обнаружить ни одного из них. Его сердце ушло в пятки. Без дальнейших колебаний он фыркнул и выпустил черный топор. Во вспышке черного света он увеличился до 20 метров в мгновение ика. Огромный топор загрохотал в воздухе, как вдруг под ним появился золотой свет. Из-под огромного топора неожиданно появилась неприметная золотая нить, которая тут же исчезла. Огромный топор с треском раскололся посередине и упал на землю. Это презрение вмиг исчезло с лица юноши в черном. С серьезным выражением на лице он быстро поднял руку и вызвал изумрудную саблю, которая выстрелила в воздух. Однако в следующее мгновение произошло то же самое. Зеленая полоска пролетела около 30 метров, а затем была разрублена несколькими полосками золотых нитей. Затем во вспышке зеленого света ее осколки упали на землю. Формация меча. Юноша в черном вдруг осознал, что именно произошло, и у него кровь застыла в жилах. Такой вид формации мечей требовал нескольких десятков или даже сотен культиваторов, чтобы была возможность использовать ее. Однако сейчас Хань Ли в одиночку использовал эту формацию, что привело юношу в черном в ужас. Хань Ли видел, что тот осознал, что это была формация меча, но не собирался давать юноше в черном возможность подумать, как ее сломать. Хань Ли быстро сделал жест заклинания рукой и связался своим духовным чутьем со всеми мечами формации, активировав всю формацию позолоченных мечей. Внезапно произошло нечто неожиданное. Бесчисленное количество золотых нитей внезапно засверкали вокруг юноши, появившись словно из ниоткуда. Постепенно они приближались к нему. При виде этого лицо юноши побледнело, и он тут же похлопал по своей сумке для хранения и достал 10 белых жемчужин, покрытые алыми венами. Затем он подбросил их в воздух, и они стали вращаться вокруг него. Глава 789. Флаг рассеивания призраков. Сердце Хань Ли дрогнуло при виде этих жемчужин. Они выглядели так же, как его собственные сферы молнии. Не успел он об этом подумать, как тут же захотел скорее активировать формацию позолоченных мечей. Нити меча были одной из способностей формации позолоченных мечей, напоминающие нити меча, используемые при культивации техники меча, но эта формация была способна использовать более 100 нитей ци меча. Благодаря сочетанию формаций позолоченных мечей, закаленных золотой эссенцией, нити ци этих мечей были гораздо более грозными, чем у обычных культиваторов техники мечей. Обычные сокровища не могли блокировать их удары. Между тем, Хань Ли совершенно не боялся сфер молний. Пока истинные 36 мечей не повреждены, формация позолоченных мечей может с легкостью восстанавливаться, даже если нити мечей будут рассеяны. Эту формацию невозможно было победить никакими атаками. Пока Хань Ли подумал об этом, жемчужины столкнулись с нитями мечей и вспыхнули золотым светом, рассыпавшись на несколько частей. Удивительно, но жемчужины не были взрывчаткой. Вместо этого они выпустили густой черно-красный кровавый туман. Кровавый туман мгновенно рассеялся и наполнил воздух едким, сладким запахом. Эта жемчужина была известна как кровавая мина. Стоит сказать, что их изготавливали из самых гнилых материалов в мире. Если у человека не было особых сокровищ дьявольского да, духовный элемент его магических инструментов и их сила значительно уменьшались при попадании в кровавый туман. Даже если бы в него попадало могущественное магическое сокровище с высоким духовным элементом, ему требовалось несколько дней закаливания пламенем зарождающейся души, чтобы нейтрализовать ущерб. Конечно, эти кровавые мины были невероятно редкими. Для их изготовления использовались не только редкие материалы, но и уровень успеха при их изготовлении был очень низким. Десятки этих жемчужин, очевидно, были накоплены эти юношей в черном в течение сотни лет.
Этот юноша был старейшиной одной из 10 великих сект дьявольского Да империи Цзинь. Обладая огромным опытом, он сразу же решил использовать кровавый мин, чтобы испортить мечи, входящие в состав формации Ханьли. Для использования полной мощи формации позолоченных мечей требовалась большая координация. Если несколько мечей выйдут из строя, формация рухнет. Использование кровавых мин было одним из наиболее распространенных техник, используемых дьявольскими культиваторами империи Цзинь для борьбы формациями мечей. А поскольку кровавые мины были невероятно редкими предметами, юноша обычно не использовал их в одиночных битвах. Он использовал их только в крупномасштабных сражениях, поскольку один культиватор, как правило, не мог активировать формацию мечей. Хотя Ханьли не знал, что это за кровавый туман, он сразу почувствовал в нем что-то странное. Пока он об этом размышлял, вдруг послышались слабые раскаты грома, а в кровавом тумане появились вспышки золотого света, за которыми следовали дуги золотой молнии. Когда золотая молния ударила в кровавый туман, он рассеялся во взрыве. В мгновение дьявольская божественная молния и десятки очагов кровавого тумана взаимно уничтожились. При виде этого Ханьли был поражен, поскольку видел впервые, что дьявольская божественная молния активировалась сама по себе. Она выстрелила из его летающих мечей без какого-либо приказа. Оказалось, что злая природа кровавого тумана противодействовала дьявольская божественная молния. Это было удивительно, Ханьли не знал, что кровавые мины специализировались на работе с сокровищами праведного Да. Встретившись с дьявольской божественной молнией, которая специализировалась на подавлении техник дьявольского Да, оба предмета стали противодействовали друг другу. Однако количество молнии, содержащейся в 36 мечах, было значительно больше, чем количество кровавого тумана. В результате кровавый туман был полностью устранен в мгновение ока. Лицо юноши в черном мгновенно побледнело, и он испуганно закричал: «Дьявольская божественная молния, черт побери!» Летающие мечи были созданы из золотого молниеносного бамбука. Невозможно. Откуда их у тебя столько? Узнаешь, когда я отправлю тебя в подземный мир. Ханьли глубоко вздохнул и приказал продолжить продолжать атаку, поскольку кровавый туман временно остановил золотые нити. Затем нити мечей продолжали беззвучно приближаться к юноше в черном. Хотя формация позолоченных мечей была чрезвычайно мощной, Ханьли было трудно ее поддерживать с его нынешним уровнем культивации. Из-за ее использования его магическая сила быстро истощалась, и он не смог увеличить скорость, с которой формация двигалась после активации. В противном случае он мог бы в мгновение атаковать нитями ци меча юношу в черном и убить его без возможности противостоять ему. Ханьли считал, что оптимальное время для культивирования формаций позолоченных мечей — это средняя стадия зарождающейся души. Хотя магическая сила Ханьли и превышала магическую силу обычных культиваторов ранней стадии зарождающейся души, ему все еще не хватало уровня культивации, поэтому он активировал только половину своих летающих мечей. Юноша в черном окружил себя слоем черной ци и фыркнул, а затем проговорил властным тоном: «Ты действительно думаешь, что такая ничтожная формация мечей может заманить меня в ловушку? Возможно, у тебя есть острый меч, но может ли он пронзить защитные сокровища моей секты?» Взглянув на золотые нити, которые были на расстоянии менее 30 метров от него, он молча поднял руку и ударил себя по груди. У него изо рта брызнула черная кровь, а внутри крови появился зеленый флаг длиной в дюйм. Только что появившийся флаг засверкал зеленым светом и полностью поглотил черную кровь, которая окружала его, сделав его темно-зеленым. Юноша в черном мрачно махнул флагом, и он вспыхнул черным светом. Зеленый флаг стал ярко сверкать и увеличиваться в размерах. Теперь флаг блестел зеленым светом, словно был покрыт иньскими облаками, в результате чего его поверхность скрылась. Однако, один из углов флага, казалось, отсутствовал, будто он был поврежден. Ханьли прищурился при виде флага. Флаг рассеивания призраков. Изначально мастер секты, рассеивающийся, и не использовал свои сокровища для защиты секты и сражения с дьявольским конкордом. Хотя он на самом деле не использовался его в бою, его имя запомнилось Ханьли. Теперь, когда юноша в черном вынул этот флаг, Ханьли угадал, что это было. Юноша в черном холодно улыбнулся, услышав, что Ханьли узнал флаг, и проговорил с полной уверенностью: «Разве ты недостаточно умен? Это один из главных флагов 20 флагов рассеивания призраков. Я позволю тебе испытать его мощь». Затем юноша крепко ухватился за флаг и взмахнул им в направлении золотых нитей. С порывом ветра из флага вылетело темно-зеленое иньское облако, которое мгновенно окутало юношу в черном. Леденящее кости иньское облако расширилось, и небо внезапно стало угольно-черным, поскольку облако затмило собой солнце. Эта невероятная тьма вырвалась из зеленого призрачного тумана со страшными воплями и эхом, разлетающимся вокруг. От одного взмаха флага все вокруг изменилось.
Неудивительно, почему он был так уверен в этом сокровище. Несмотря на уверенность Хань Ли в формации позолоченных мечей, даже он был ошеломлен сложившейся ситуацией. В этот момент от флага внезапно донесся шум ревущего ветра, а из тумана, окружавшего юношу, вырвалось несколько черных нитей, которые атаковали Хань Ли. По вспышке золотого света ограничения формации активировались. Бесчисленное количество золотых нитей разорвало черные нити в клочья. Однако нити сразу превратились в зеленый туман и вернулись обратно к главному телу. Прежде чем Хань Ли успел среагировать, юноша в черном тревожно закричал в зеленом тумане. Хотя призрачные иньские нити были невероятно прочными, Хань Ли удалось уничтожить их с одного удара, к большому удивлению юноши в черном. После минутного размышления он решил раскрыть всю мощь призрачного флага. Внезапно он выбросил зеленый флаг из тумана, и он вонзился в землю в метре от него. Затем он начал произносить загадочное заклинание, и вокруг него появился густой туман из иньских ветров с центром вокруг флага. В мгновение флаг увеличился до 6 метров в высоту, и покрывающий его туман рассеялся, раскрывая его истинную форму. Его вид шокировал Хань Ли. Хань Ли яростно закричал: «Сколько душ ты использовал, чтобы усовершенствовать этот флаг? Сколько людей ты убил?» Поверхность зеленого флага была плотно заполнена бесчисленным количеством лиц. Все они постоянно извивались на флаге с выражением агонии, словно были еще живыми. Зловещий голос юноши раздался из тумана: «Сколько? Кто знает? Около 100 тысяч, наверное. Там также есть, по крайней мере, несколько сотен душ культиваторов, поскольку они необходимы для создания единого главного флага». Хань Ли замолчал и холодно посмотрел на зеленый туман. Мгновение спустя он сказал: «Будь ты проклят». Юноша усмехнулся в ответ: «Буду проклят. Многие говорили мне это раньше, но я здесь, жив и здоров. И все люди, которые говорили мне это, стали частью моего флага. И ты не будешь исключением». Затем он ударил знамя красной печатью заклинаний. Внезапно вспыхнул зеленый свет, вызвав дыру шириной в метр на флаге. Из нее вытекала черная ци, выпустив несколько порывов иньских ветров и пронзительные вопли. Вскоре из нее вылетели огромные черепа, а их глаза светились страшным зеленым пламенем, в время как сами черепа дымились зеленым дымом. У самого большого черепа были огромные бычьи рога, но остальные его черты еще выглядели полностью человеческими. Хань Ли был встревожен. Неужели эти черепа принадлежали демоническим зверям на стадии метаморфозы? Но пока он отмел от себя эту мысль. Как только первая волна черепов появилась на флаге, последовали другие призрачные черепа. В мгновение более 100 призрачных черепов окружили черную мантию. Указывая на Хань Ли из тумана, юноша закричал: «Вперед!». Глава 790. Прожорливые дьяволы и призраки. Жуткие белые черепа закричали, а затем выпустили языки зеленого пламени изо рта в сторону Хань Ли. Разумеется, когда пламя приблизилось к нему, золотые нити метнулись к нему. Но в этот раз произошло нечто неожиданное. Золотые нити разрезали череп на части, но те тут же восстановились по вспышке зеленого света, словно и не получили никаких повреждений. Кроме того, нити ци меча совершенно не мешали их наступлению. Хань Ли был ошеломлен при виде этого, но вскоре понял, что у призрачных черепов нет физического тела. Они были усовершенствованными иньскими призраками. Хотя нити ци мечей были мощными, они были бесполезны против нематериальных предметов. Однако Хань Ли почти не растерялся. Когда призрачные черепа приблизились к нему, он активировал сеть золотых молний, чтобы та перехватила призраков. Поскольку эти черепа были призраками, он решил активировать дьявольскую божественную молнию. К удивлению Хань Ли, призрачные черепа, увидев золотую сетку, испугались и остановились. Однако, внезапно рогатый призрак закричал, и все черепа открыли рты, выпустив языки зеленого пламени по направлению к золотой сети. Под раскаты грома сверкающая молния уничтожила пламенные потоки, но продвижение сети было остановлено из-за их бесконечного заградительного огня. Хань Ли нахмурился, а на его лице появилось удивление. Если бы это был обычный огненный поток, он бы сразу же превратился в дым, соприкоснувшись с дьявольской божественной молнией. Однако эти потоки пламени могли сдерживать молнию, что очень тревожило Хань Ли. Флаг рассеивания призраков заслуженно получил титул защитного сокровища секты рассеивающийся инь. Глядя на то, что призрачные черепа могли блокировать дьявольскую божественную молнию, юноша в черном улыбнулся с облегчением. Хотя он выглядел уверенным, на самом деле его сердце было переполнено страхом. Поскольку его флаг был поврежден, он беспокоился о том, смогут ли дьявольские черепа противостоять дьявольской божественной молнии. Поскольку у него не было возможности починить флаг, его опасения были оправданы.
Теперь, когда ему было ни о чем беспокоиться, юноша злобно ухмыльнулся и стал непрерывно осыпать флаг заклинаниями. Флаг увеличился еще на несколько метров, в результате чего появилось еще больше призрачных черепов. Распространившийся по воздуху призрачный туман сопровождал громкие призрачные крики и вопли. Хотя предыдущие черепа сопротивлялись золотой сети, новая волна черепов пролетела мимо формации меча и устремилась прямо к Хань Ли. Хань Ли при виде этого спокойно хлопнул по сумке для хранения и вызвал полоску черного света, которая сделала круг в воздухе и упала на землю. Как только свет исчез, перед Хань Ли появилась маленькая черно-белая обезьянка, плачущая душа. Обезьяна выглядела только что проснувшейся, а глаза были сонными. Понюхав воздух, она внезапно открыла глаза и взглянула призрачные черепа поблизости, взвыв от волнения. Приближающиеся призрачные черепа при виде плачущей души остановились и закрутились на месте, не желая продолжать атаковать. В этот момент их вопли прекратились, будто они испугались. Сердце юноши в черном забилось быстрее при виде этого, поскольку нитица меча становился все ближе к нему. В отчаянии он выпустил изо рта серый свет в ладонь и взмахнул руками, а затем отрубил себе пальцы. Как только пальцы отпали с его рук, они взорвались, превратившись в облака кровавого тумана, и быстро понеслись к рогатому призрачному черепу. Зловещий свет засверкал в глазах призрачного черепа, и он тут же открыл рот, вдыхая кровавый туман. Пламя, окружающее череп, внезапно взорвалось вокруг него, в результате чего остальные черепа выпустили волну зеленого пламени в направлении к плачущей душе. Плачущая душа при виде этого ударил себя в грудь, окутав тело черным светом. В мгновение эко он увеличился до 10 метров в высоту. Фыркнув, он выпустил из носа туман желтого света, который смел собой струи призрачного пламени и приблизился к группе призрачных черепов. Туман желтого света, пронесшись мимо призрачных черепов, тут же втянул их в себя без какого-либо сопротивления. Оставшиеся призрачные черепа при виде этого рассеялись в ужасе, и даже ярость рогатого призрачного черепа не смогла их остановить. В этот момент туман желтого света распространился по убегающим призрачным черепам и захватил их. Когда рогатый призрачный череп увидел это, он сконцентрировал сверкающую массу зеленого света вокруг себя и вырастил тело около 2 метров в высоту, превратившись в полноценного дьявольского призрака, волосы которого закрывали его лицо и были запутаны вокруг рогов. Появившись, он сразу же развел руками и выпустил шквал черных огненных шаров в сторону тумана желтого света. Как только огненные шары вошли в желтый туман, они полностью исчезли, а от их удара не было слышно ни звука. Дьявольский призрак при виде этого пришел в ужас и собирался бежать, но было уже слишком поздно. Желтый туман окутал его и мгновенно впитал в себя, не оставив и следа. Затем желтый туман быстро вернулся в рот плачущей души, и через мгновение он выдохнул его через нос, уничтожив оставшиеся черепа. При виде этого юноша в черном пришел в яростное отчаяние. Хотя он слышал, что обезьяна Хань Ли поглощала призрачную ци из трупов в бронзовых доспехах и уничтожила большинство из них, он не обратил внимания на это. Он и представить себе не мог, что этот духовный зверь сможет пожрать череп инской дьявольской сущности, созданный флагом рассеивания призраков. Даже главный дьявольский череп дьявола был мгновенно поглощен без возможности оказать какое-либо сопротивление. Юноша в черном чувствовал ужас и беспомощность. Если бы он знал, что духовный зверь Хань Ли обладает способностью пожирать дьяволов и призраков, он определенно не стал бы встречаться с ним в одиночку. Другие старейшины секты знали о способностях духовного зверя и испугались. Его способности представляли для них такую же угрозу, как золотой молниеносный бамбук. Подумав об этом, у юноши в голове пронеслась волна сожалений. К тому времени золотые нити были менее чем в 10 метрах от него. По мере приближения его собственной смерти он не мог сохранять спокойствие и торопливо хлопнул по сумке для хранения. 8 сокровищ мгновенно вылетели вокруг него в виде шаров, сверкающих разноцветным светом. Как только они достигли нити меча, золотые нити тут же уничтожили их. Юноша побледнел при виде этого, а паника переполнила его разум. Он безумно замахал флагом рассеивания призраков, схватив его обеими руками. Он слился с флагом и превратился в облако жуткого зеленого тумана, выстрелив в небо. На данный момент он мог только надеяться, что мощи защитного сокровища его секты хватит, чтобы противостоять атакам из формации мечей, что позволит ему убежать. В противном случае он мог только сидеть и ждать своей смерти. Хань Ли при виде этого понял, что юноша в черном исчерпал свои возможности и впал в отчаяние. В результате он открыл рот и выстрелил в него шаром золотой молнии. Как только золотая молния покинула его рот, она взорвалась, образовав огромную золотую сеть шириной в несколько десятков метров. В этот момент юноша в черном в виде тумана достигла края формации меча. Вокруг него парили более 100 золотых нитей, и каждая вспышка рассеивала часть инского тумана, защищавшего его. В мгновение эко большая часть тумана уже была рассеяна.
Инский туман рассеивался в его попытке бегства, но золотых нитей, что преграждали ему путь к отступлению, было слишком много, уменьшая его шансы на спасение. Каждая щель была немедленно заблокирована десятками золотых нитей, отталкивая туман и заманив его в ловушку. Оставшись под тонким слоем инского тумана, юноша хрипло закричал в ярости: «Ты действительно хочешь убить меня? Разве ты не хочешь, чтобы метод снял проклятую печать души?» Хань Ли спокойно ответил: «Не волнуйся. Я просто извлеку информацию из твоей первичной души. Ты хочешь использовать технику поиска души? Ты не...» Ах! Юноша закричал в ужасе, когда последний слой инского тумана, защищающего его, был уничтожен. В душераздирающем крике его тело было расчленено на множество кусочков. Остался только шар зеленого света, его зарождающаяся душа. Хотя это был шанс сбежать, но сеть дьявольской божественной молнии уже ждала его снаружи. Хань Ли указал на сеть со словами «Захват», немедленно сомкнув сеть вокруг зарождающейся души юноши. Как только зарождающаяся душа столкнулась с сетью, сверкнула молния, сопровождаемая криками боли. Зарождающаяся душа внезапно закричала в негодовании: «Если ты хочешь применить ко мне технику поиска души, я взорву свою зарождающуюся душу. Я не позволю тебе идти своим путем. Взорвешь свою зарождающуюся душу?» Хань Ли нахмурился и немедленно остановил сеть. Зарождающаяся душа обрадовалась, увидев это, и сразу же закричала: «Если ты отпустишь мою зарождающуюся душу, я расскажу тебе технику снятия проклятия с твоей спутницы Даа. В противном случае у тебя не будет возможности узнать его». Взгляд Хань Ли мерцал, пока он обдумывал условия. В этот момент вокруг зарождающейся души засветился яркий свет, и пурпурная сеть тут же затянулась вокруг нее. Позади него появилась серебряная луна во вспышке белого света. Она быстро выплюнула изо рта ароматный розовый туман и выпустила полоски серебряного света из своих пальцев.